Доброго времени суток, дорогие мои слушатели, зрители, подписчики. Сегодня у нас первое видео в новом 2020 году. Я хочу сделать анализ отношений. Тема расклада такая: я и он, что ждет нас в 2020 году. Попробуем сделать прогноз-анализ, да, что ждет вас, загаданным вами мужчиной, в 2020 году. Поздравляю вас всех с наступившим годом. Надеюсь, все хорошо отпраздновали. Все было у вас хорошо, замечательно. Доели оливье, допили шампанское, а может быть, кто-то до сих пор в процессе. Просто сегодня первый рабочий день после праздников. Я надеюсь, что все уже взбодрились, пришли в себя, и мы можем делать расклад. Будет кому его посмотреть, потому что, конечно, я прекрасно понимаю, Новый год, все веселились, все были заняты. Ну, а теперь все пошли на работу, жизнь вернулась на круги своя, и появилось время, появилось желание, может быть, что-то посмотреть новенькое, и решила сделать такой расклад. Ну, давайте начинать. Я и он, что ждет нас в 2020 году. Напоминаю, расклад один. Ничего не нужно выбирать. Просто загадайте своего любимого. Произнесите, может быть, мысленно его имя, дату рождения. Представьте какие-либо яркие моменты из ваших отношений. Давайте смотреть, кто он в этих отношениях, да? Кто вы в этих отношениях? Что он думает, да? Как он, давайте посмотрим, как он видит эти отношения. Как вы видите эти отношения? Давайте вот так сделаем, наверное. Как вы видите эти отношения? Что вы чувствуете в этих отношениях? И что скрываете? Давайте посмотрим у него. Что он думает об этих отношениях? Что чувствует? Ну, давайте смотреть. Смотрите, как получается у нас. Кто он в этих отношениях, да? И кто вы в этих отношениях? Вы для него в этих отношениях королева мечей. То есть достаточно холодная, достаточно такая вот на данный момент, ну, не знаю, с характером, что ли, девушка. Девушка, которая может, знаете, как сказала, как отрезала. То есть девушка с характером, девушка с желанием, возможно, чтобы эти отношения были на равных. Возможно, просто достаточно холодно к нему сейчас относитесь, потому что произошло что-то, что вас заставило так себя вести. На данный момент вы королева мечей. То есть вы достаточно холодно себя с ним ведете, вы достаточно отдалились от него. То есть и ваши действия в отношении его достаточно резкие. То есть, возможно, вы ругаетесь, возможно, просто вы не хотите с ним разговаривать. Возможно, просто, знаете, вот отгородились от него молчанием или вот показным каким-то равнодушием. То есть от вас веет холодом на данный момент. Как вы видите эти отношения? Ну, вам кажется, что в этих отношениях сейчас какой-то крах. Может быть, дело идет к разводу. Может быть,
Хотя вот, да, отношения развивались очень ярко, очень активно. У кого-то даже была любовь с первого взгляда, как озарение или как ослепление. Знаете, вот увидели и все. И голову друг от друга потеряли. Но в данный момент между вами то ли ссоры, то ли какой-то разрыв. Возможно, у кого-то проиграется, что дело идет к разводу. Возможно, кто-то находится в таком состоянии, что он решает, нужны ему эти отношения или не нужны. Стоит себе дальше морочить голову и связываться с этим человеком или не стоит. То есть как бы ссоры какие-то, какие-то упреки. Вот, например, обстановка для вас очень напряженная. Может быть, поэтому вы и холодны. Что вы чувствуете? Ну, вы любите этого человека. Вы любите этого человека искренне. Вы любите, знаете, вы для него проявляетесь как императрица. Возможно, вы женаты давно. Возможно, просто у вас серьезные и долгие отношения. То есть вы проявляетесь к нему на самом деле со всей своей душой, как бы, и стараетесь быть для него. И, ну, как вы знаете, вот кто такая императрица? Это женщина, которая ведет дом, либо которая просто вот вы живете вместе, да, вы готовите, стираете, убираете, ждете его с работы. Если этого нет, то вы просто, вот знаете, всегда, всегда готовы с ним встретиться, всегда готовы его выслушать. То есть вы к нему, он для вас очень много значит, и вы свои все ресурсы ему предоставляете, собственно говоря, и выслушать, и пожалеть, и приласкать, и как бы если это дом, ну понятно, что ведете дом, стираете, убираете, готовите, может быть, нянчите его детей, но на данный момент отношений нет. Вы чувствуете себя жертвой, вам очень как бы, ну, вы любите его действительно. Вот императрица — это женщина любящая, женщина, которая готова многое отдать, да, любимому мужчине. Но вот какое-то все повисло, отношения напряженные, вы чувствуете себя жертвой, и у вас даже какое-то эмоциональное выгорание на данный момент. Знаете, вот такое состояние, что ничего не хочется, никого не хочется видеть, и белый свет не мил. Ну, а скрываете, что вы на данный момент от него скрываетесь? Скрываете вы от него на данный момент то, что вы его любите, то, что у вас остались к нему чувства, поскольку, да, у вас какой-то разрыв, какой-то разлад в отношениях, вы ведете себя очень холодно, хотя внутри, в душе вы, конечно, знаете, что вы его любите, но вы стараетесь это не показывать вида, да, скрывать свою любовь от него всеми возможными для вас способами. Да? Вот на характеристику мужчины выпала тройка мечей. О чем говорит эта карта? Это говорит карта о том, что мужчина очень часто попадает в треугольники. Да? Возможно, это не первый раз. Возможно, это было когда-то раньше. А возможно, вот кто он сейчас для вас, да, вот, скорее всего, это треугольник, и он настолько просто в нем, то есть сердце разрывается, он не знает, что делать, он не может выбрать. Может быть, тут дело не в любовнице, мы сейчас дальше посмотрим. Может быть, тут просто вот нужно сделать какой-то выбор, который он не может сделать между вами и еще чем-то. И действительно, он находится в таком очень сильном эмоциональном напряжении. Давайте посмотрим, как он видит эти отношения. Ну, а вот тут он считает, что у него есть соперник, что ли. Вот тут выпало два короля, король кубков, король пентаклей. И как бы он считает, что вы находитесь, что у вас еще есть кто-то, и вы никак не можете выбрать, кто же для вас лучше, кто же для вас ресурснее. Давайте еще посмотрим. То есть такое чувство, что у вас стоит выбор, у вас лично стоит выбор между мужчиной, который вас любит, и между мужчиной, который, возможно, может вам предложить материальные блага какие-то. Вот король кубков — это чувственный мужчина, влюбленный мужчина. Король пентаклей — это уже мужчина, который трезво стоит на ногах, который много может предложить. И такое чувство, что вы находитесь вот поэтому... И ситуация такая, поэтому у него и сердце разрывается. Потому что он считает, что у вас еще есть кто-то, и вы выбираете между двумя мужчинами. Какой-то обман. Ну, вот что-то тут такое. То есть в ваших отношениях, по вашему мнению, все ужасно, все плохо. Может быть, действительно это развод. Возможно, это бывший мужчина, да, у нас вот.
или мужчина, с которым были когда-то отношения, он обратно проявился, или еще что-то такое, но вы на него очень сильно обижены, он вас когда-то очень сильно обидел, а он считает, и скрываете от него свою любовь, да, что у вас остались к нему чувства. А он считает, что вы его обманываете, что вы находите, или вы хитрите, что у вас еще есть кто-то, и вы находитесь как бы в состоянии выбора между чувствами и деньгами, да. Что он думает? Он думает, что он думает. Он думает о вас, он думает о том, что хотелось бы с вами встречи, хотелось бы быть с вами вместе, быть с вами одной семьей, но между вами почему-то расстояние. Возможно, действительно это кто-то из вашей бывшей жизни, из прошлой. А возможно, вы знаете, ну, не знаю, тут два мужчины и одна женщина получается. Он думает о том, что он хотел бы с вами встречи. Он думает о том, что как бы, да, было бы неплохо жить вместе с вами, растить детей. Думает, что он очень хочет с вами встречи, хочет вас куда-то повезти, возможно, еще что-то, но между вами на данный момент расстояние. Что он чувствует? Ну, а что он чувствует? Чувствует, что дело плохо, что как бы все закончено, и ревность какая-то, и чувство собственника, и он не хочет вас никому отдавать, но почему-то считает, что отношения закончились. Что он от вас скрывает, да? Давайте посмотрим, что он от вас скрывает. Ну, а скрывает он от вас то, что он безумно к вам привязан эмоционально, безумно к вам привязан сексуально, то, что он очень хочет проявляться в отношении вас, что вы не выходите у него из головы, что он все время о вас думает, и картинки там себе всякие рисует, и понимает, что как бы без вас ему белый свет не мил. Его реальные действия давайте посмотрим. Ну, он с вами, да, ему с вами очень нравится, ему с вами очень хорошо. И когда вы вместе, либо когда вы общаетесь, если вы на расстоянии. А возможно, по этой карте это не расстояние, это просто он считает, что вы подходите друг к другу очень сильно, и он хотел бы быть с вами, и хотел бы свидания, и хотел бы, ну, приглашать вас на свидание, хотел бы продолжать отношения. Вполне может быть, что тут даже дело не в расстоянии. Ну, у кого как, общий расклад, ну, его реальные действия. А вот в реальных действиях тут, да, он с вами счастлив, когда вы вместе, если вы встречаетесь, когда вы встречаетесь. Возможно, действительно, это любовный треугольник, и вы замужем, а этот молодой человек, ну или не знаю, или наоборот, не будем вдаваться в подробности, но дело в том, что он вам реальных действий никаких предложить не может. У него ничего нет. У него ничего нет, и он все, что он может вам предложить, это отношения без обязательств, и более того, отношения тайные. То есть, ну, он очень хочет быть с вами, да, вы его устраиваете, но никаких реальных предложений по, допустим, да, по развитию отношений у него нет. Он, вот знаете, как вот я хочу с тобой быть, но ничего предложить не могу. Вот только себя любимого или только там встречи без обязательств. То есть реальных действий нет. Какие между вами блоки? Давайте посмотрим, что у вас там. Ну, тут, понимаете, вот и желание уйти из этих отношений, и невозможность в них находиться, и все сразу. То есть вы понимаете, что эти отношения без перспективы, что все равно кто-то третий должен уйти, что так нельзя, что не может продолжаться все это, знаете, вот вас не устраивает такая, как бы, ну вот, на данный момент то, что происходит между вами, вас не устраивает. И вы понимаете, что кто-то должен из вас все равно уйти, как-то это третий должен уйти. Кто третий, вы еще не знаете. Ну, вы понимаете, что втроем тоже это тяжело. Треугольник для вас морально тяжело. И вас, ну, то, что это должно закончиться, что вы должны кого-то выбрать, вас это очень сильно блочит. Как бы вы, ну, не знаете, как вам поступить. Что между вами на самом деле? Давайте посмотрим. Между вами и загаданным вами мужчиной. Что между вами на самом деле? Кстати, вот, судя из карты, этот мужчина по этой карте еще может быть сердцеед такой, да, для которого, вот я уже говорила, вот, что для него любовный треугольник это нормально.
Он все время куда-нибудь, вот все время он влазит в эти треугольники. Что на самом деле между вами? Давайте посмотрим. Ну, с одной стороны, да, вот вы хотите, когда вы встречаетесь, все замечательно, вам очень нравится находиться вместе с этим молодым человеком, вам нравится быть вместе с ним, вам это приносит умиротворение, радость, знаете, когда вы с ним, вы считаете, что вот это идеальные отношения. Но, тем не менее, ну, вот тут вот по пажу мечей, ну, тут какая-то или недоверие, или вот он пытается вас все время контролировать, да, пытается контролировать ваш шаг, в соцсетях за вами смотреть, ходить на ваши странички, может быть, из-за угла подглядывать, как вы живете. И вот вас это, знаете, очень сильно раздражает, его желание контролировать вам, ничего не давая вам взамен, то есть как бы он предложить ничего не может, но тем не менее контролирует, потому что вы чрезвычайно его привлекаете. Вы активная, вы красивая, на вас обращают внимание, и он очень сильно переживает по этому поводу. И вот это, то, что пытается вас контролировать, вас чрезвычайно раздражает. Но когда вы с ним вместе, вы забываете обо всем, потому что вам действительно с ним хорошо. Вы, получается, живете от встречи к встрече вот этими ожиданиями. И очень счастливы, когда бываете вместе. Что мешает развитию ваших отношений? Ну, вы знаете, вы хоть его и любите, да, вот вы любите его, но вы очень сильно опасаетесь, что он может бросить вас в любой момент. Вы видите, что он несерьезен по дураку, да, что он несерьезен по дураку по этой карте, и вы боитесь подвоха, боитесь предательства. Вы понимаете, что, как бы, ну, может быть, положиться на него нельзя, или он несерьезный, или, может быть, он ведет себя как-то тогда, что он не готов взять на себя обязанности по отношению к вам, какие-то обязательства, и вы боитесь, что в конце концов он вас обидит, да, что вы боитесь, что он может, ну, может, действительно было уже такое, что у него было много женщин, и вы ему просто не доверяете. Вы боитесь, что он принесет вам только слезы и огорчения, что в любой момент он может сделать подлость какую-то, да, вот в нож в спину вам буквально. То есть вот это вот же понимание того, что он несерьезный, что он может наиграться и бросить, вас, конечно, останавливает. Как вам нужно вести себя с ним, чтобы получить наилучший результат этих отношений? Ну, держаться, может быть, на расстоянии, не растворяться в этом мужчине, помнить, что он способен на не очень хорошие вещи, да. То есть не нужно в себя, вот знаете, углубляться и говорить, вот, все плохо, как же ж так, мы не можем быть вместе. Вот не нужно вот это вот жевать все время, не нужно переживать то, как бы, что, ну, так и есть. То есть не нужно вот даваться вот в эти подробности. Мы можем быть вместе, мы не можем, как же плохо, и вот как же... То есть не нужно, вот нужно, если вам эти отношения приносят радость, нужно жить сегодняшним днем. Но тем не менее, карты говорят, что все-таки тут вот ему нужно, чтобы вы с ним чтобы вы ему советовали что-то, да, он нуждается в вас, как в советчике, как, ну, не в старшем товарище, может быть, более опытным в каких-то вопросах. То есть вам нужно вести себя вот в такой позиции. Ну и, конечно, показывать свою независимость, не показывать ему то, что вы растворяетесь в нем, то, что вы действительно его любите. То есть быть независимой от него и всячески, ну, это подчеркивать. И, конечно, все-таки эти отношения на расстоянии, да, и они будут продолжаться достаточно долго. Но для того, чтобы все было нормально с этим мужчиной, вам нельзя показывать свою слабость. Вам нужно быть ему, скорее всего, товарищем, другом, да, давать какие-то советы, ну, может быть, по жизни, может быть, еще что-то. Не устраивать сцен ревности, не показывать, как вы от него зависите, а наоборот показывать то, что вы независимы от него прежде всего морально и материально тоже, как бы, да, вот
не давать мужчине эти карты в руки, что вы его любите, от него полностью зависите, и он вам очень нужен. Держаться, может быть, больше на дружеской ноге, на такой. Тогда эти отношения будут продолжаться достаточно долго. Перспективы развития этих отношений. Ну, давайте посмотрим в 2020 году, да, какие перспективы развития этих отношений, коль уже с начала года, что нам может принести в этих отношениях 2020 год. Ну, несмотря на то, что сейчас у вас вот какие-то разборки, какие-то вот, да, вот, может быть, скандалы, может быть, чей-то отъезд внезапный. Вы пытаетесь выяснить, кто кем кому приходится и кто от кого что хочет. Пытаетесь выяснить, кто вы для него, да, но тем не менее вы помиритесь однозначно, вы однозначно помиритесь, ваши отношения опять приобретут тот вот, знаете, оттенок конфетно-букетного периода, когда люди встречаются, когда люди радуются друг другу, дарят друг другу подарки и стараются как бы, ну, порадовать друг друга. То есть, в общем, в целом отношения будут продолжаться, но в формате ты мне, я тебе. То есть это должны быть равноправные отношения, партнерские. Не надо, ну, чтобы никто ни от кого не зависел. И отношения, в общем, в целом в этом году будут достаточно, ну, вот такие по пажу пентаклей, знаете, теплые. Когда действительно люди заботятся друг о друге. Да, в общем, вы, конечно же, помиритесь, вы выясните все, что вам, все, что хотели выяснить. Эти отношения будут теплые, будут дружеские, будут как бы такие вот, когда люди пытаются друг друга порадовать даже в мелочах. Но единственное, что у мужчины будет много работы. Может быть, ему будет немножко не до вас, но все равно он будет проявляться как рыцарь кубков. То есть он, может быть, будет пропадать, потому что будет много работы, но все равно будет проявляться как рыцарь кубков. То есть все равно будет ухаживать за вами, напоминать о себе всячески. И все будет совершенно неплохо. Давайте спросим вот итог отношений, да, что у нас может получиться. Ну, выпала луна. Ну, как бы то ни было, понимаете, поскольку это все-таки отношения, когда еще есть один человек, то итог отношений это можно даже, ну, воспринимать как совет карт, что ли, что вы должны решить, да, что эти отношения, во-первых, все-таки будут оставаться тайными, они явными не станут. Мужчина все-таки очень сильно зависит от вас эмоционально, хоть он и брыкается, и показывает, что он независим. Но на самом деле энергетически он к вам очень привязан. Вы умеете себя с ним вести, вы правильно себя с ним ведете, и он в глубине души понимает, что он от вас, конечно, зависит. Но все равно, вот знаете, будут какие-то метания, будут какие-то сомнения, потому что ситуация все равно неоднозначная, ситуация повисшая в воздухе, да, и вот так она и будет висеть. Да, вы выясните отношения, кто кому кем приходится и каких вы отношений хотите. Эти отношения будут продолжаться дальше, но продолжаться они будут все равно в формате треугольника. И ваши метания в этом году все равно будут, ну, во-первых, это тайна, да, вы будете по-прежнему скрываться по итогу. Во-вторых, вы все время, вот знаете, вас все равно будет тяготить вот эта вот двойственность, вот то, что ничего не происходит, что ничего нельзя решить. И вы все время будете махать косой, пытаясь, вот, знаете, ну, вот что такое смерть? Это трансформация. Вы будете в этом случае пытаться все-таки, наверное, ну, не то чтобы завершить отношения, а будете пытаться все равно как-то сделать, чтобы эти отношения сдвинулись вот с этой мертвой точки. Ну, говорят карты, что в 2020 году чудо не произойдет, и эти отношения все равно будут оставаться вот треугольником. Ну, тут достаточно тяжелые отношения. Тут действительно вы устали уже от этой неопределенности, а мужчина тоже устал. Но действительно у вас есть к нему чувства, и у него к вам есть чувства. И, конечно, все тяжело. Конечно, все тяжело. Ну, кто сказал, что треугольник легко? Не думала я, что выйдет у нас расклад опять о треугольнике. Ну, вот так, значит, кому-то это нужно.
Ну, давайте спросим совет от карт. Ну, что мы можем попросить у карт? Совет. Ну, карты говорят, что все двери для вас открыты, и что вы, в принципе, можете в 2020 году решить этот вопрос. Может быть, карты вам говорят, что для того, чтобы открылась полностью одна дверь, надо закрыть другую. А возможно, у вас появится еще какой-то шанс, вы увидите свет в конце тоннеля. То есть эта карта буквально говорит, что все двери для вас в 2020 году открыты. Ну, вот такой получился у нас расклад. Кому понравилось, с кем срезонировало, ставьте лайки, подписывайтесь. Может срезонировать только часть расклада, может полностью весь, может какие-то детали. А я вас еще раз поздравляю с наступившим уже 2020 годом. Любви вам, счастья и взаимопонимания. До следующего расклада.